Ночь за ночью двери конюшни на ферме Мисти Медоу продолжали открываться. Ночью, когда скрытая камера обнаружила настоящего преступника, все на ферме были поражены. Когда вы делите свою жизнь с животными, вы можете быть удивлены их изобретательностью, индивидуальностью и интеллектом. Для Тима, управляющего конюшней на ферме Мисти Медоу в центральном Мичигане, это было одним из секретных преимуществ работы с лошадьми. Некоторые лошади могут рассмешить вас своим забавным поведением, например, зевотой, когда за ними ухаживают, или высунутым языком в ответ на любимое лакомство. Другие могут издавать необычные звуки, когда им скучно, или использовать рот для выполнения всевозможных умных действий. Но сегодня он почти не обращал внимания на фырканье, подмигивание и ржание, доносившиеся со всех сторон. Его отвлекали уши, которые шевелились, как только слышали его голос, или рты, игриво покусывавшие его одежду. Что-то было не так на конюшенном дворе. Его окружала интригующая тайна. Первый ключ к разгадке можно было найти в открытой двери стойла. Почему она была открыта? Кто-то прокрался по двору глубокой ночью, пока все спали. Что ж, это было самое логичное объяснение. Он проверил, кого не хватает. Мариса. Это не было неожиданностью. По какой-то причине великолепная фьордская кобыла обычно доставалась тем, кто решал выпустить лошадей. С ней все было в порядке? Ах да, она была там, счастливо жевала какую-то хрустящую зеленую траву на одном из пастбищ. Похоже, она не пострадала. Но стойло Марисы было не единственным, которое было открыто. Несколько других лошадей также были освобождены таинственным шутником или благодетелем. Несколько несчастных, оставшихся в своих стойлах, громко жаловались на несправедливое обращение. Размышляя над этой загадкой, Тим задался вопросом, кто из школьников, которые регулярно приезжали в Мисти Медоу на уроки верховой езды, мог быть ответственен за эту ситуацию. Он напомнил себе, что ему нужно напомнить Сэнди, чтобы она поговорила с ними об ответственности и безопасности во дворе. Дон и Сэнди Бонем, владельцы ферм Мисти Медоу, основали свое предприятие на общей страсти к лошадям. Они оба с детства любили верховую езду, и управление конефермой было для них воплощением мечты. Они глубоко заботились о благополучии своих подопечных. Когда управляющий их конюшней Тим рассказал им о странных происшествиях на конюшенном дворе, им, понятно так же, как и ему, не терпелось докопаться до сути тайны. Несмотря на то, что лошади наделены внушительными размерами, их природа стадных животных может привести к тому, что они легко испугаются, если столкнутся с чем-то непонятным, например, с хозяйственной сумкой или куском ткани, развивающимся на ветру. Вот почему держать группу лошадей на свободном выгуле, бродящих по конюшенному двору, может оказаться не такой уж хорошей идеей. Лошади могут легко пораниться или причинить ненужный ущерб на конюшенном дворе, а они не хотели ни того, ни другого. Когда Тим разобрался в этой загадке, он расспросил своих работодателей, владевших ранчо, и их конюхов. Вскоре стало ясно, что никто из них ничего не знал об этом. Все лошади были в порядке и не пострадали, но не было никаких указаний на то, что произошло. Могло ли это быть делом рук шутников? У кого-то были претензии. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь на кого-то сердился или хотя бы получал жалобы по какому-либо поводу. Он был склонен подозревать, что это дело рук инсайдеров, но поскольку внутри было очень мало людей, даже эта теория казалась необоснованной. Но когда Тим поделился своими открытиями и сомнениями с Бонхамс, все они поняли, что произошло еще одно не менее серьезное нарушение безопасности. Кто-то также воровал из бункера для корма. Кража была серьезной проблемой. Одно и то же повторялось каждую ночь, потому что именно Тим запирал лошадей на ночь. Он чувствовал ответственность за ситуацию с безопасностью и предложил решение. Установив скрытые камеры, они могли наблюдать за конюшней и выяснить, кто стоит за этими таинственными событиями. Когда на следующее утро Тим просмотрел видеозапись, он не поверил своим глазам. И Бонхамс тоже были поражены. Когда они увидели, кто был виновником,
Видеозапись со скрытых камер ясно показала, что лошадей вывели не старшеклассники, которые разыгрывали людей на Мисти Медоу. Вместо этого семья Бонем обнаружила, что у них в руках была одна совершенно особенная лошадь. Фьордские лошади известны своей яркой черной шерстью, длинными эффектными гривами и хвостами, копытами, украшенными перьями и своим мощным внешним видом. Считается, что эта порода лошадей когда-то пользовалась популярностью у средневековых рыцарей, а сейчас их широко используют для увеселительной езды и в качестве спортивных лошадей. Их интеллект и желание учиться делают их очень подходящими для различных спортивных дисциплин, таких как выездка, где требуется послушание, хорошее подтверждение и точность. Если вы любите фильмы о Средневековье или телепередачи, вы, возможно, видели пару-тройку фьордов на большом экране, поскольку они также пользуются большим спросом в Голливуде в качестве актеров, играющих лошадей. Действительно легко понять, почему Дон и Сэнди Бонем так полюбили эту породу и решили ее разводить. Но, как ясно видно из видеозаписи Тима, предприимчивая фьордовая кобыла также может взять на себя смелость дополнить свое формальное образование рядом навыков, более полезных для ее собственного развлечения. Бонхамс обнаружили, что Мариса, одна из лошадей, которую ночь за ночью выпускали из стойла, на самом деле была ответственна за этот массовый побег лошадей. В ночном видеоролике было показано, что Мариса нашла способ манипулировать дверными защелками стойла, чтобы выпустить себя и нескольких своих приятелей-лошадей. Используя зубы, Мариса смогла отпереть 2 разных вида замков. Она даже умудрялась открывать старый морозильник в кормовой комнате, который теперь служил ей бункером для корма, когда она доставала что-нибудь вкусненькое, что случалось довольно часто, поскольку она была известна своим отменным аппетитом. Возможно, взлом кладовой и был ее истинной мотивацией покинуть стойло. Конечно, это также объясняло кражи в кормовой комнате. Просматривая эти кадры, Сэнди Бонем вспомнила, что даже будучи молодой кобылкой, Мариса была исключительно ловкой в использовании своего рта и зубов в качестве инструмента для исследования объектов, которые ее интересовали. И была причина, по которой она не выпускала всех лошадей. Тим заметил, что Мариса часто пропускала занятия с лошадью в соседнем стойле, когда участвовала в одной из своих акций по освобождению лошадей. Но у Марисы для этого тоже была веская причина. Они не всегда ладили. Она открывала стойло только для тех лошадей, которые ей больше всего нравились, оставляя остальных дожидаться людей. Сэнди Бонем выложила в социальные сети видеоролик, в котором Мариса убегает из стойла и освобождает своих друзей. Когда этот пост стал популярным, Мариса стала своего рода лошадиной знаменитостью. Жители Мичигана стали называть ее своей лошадью Гудини, и по мере роста ее популярности она также привлекала поклонников и посетителей фермы. Она стала темой новостных постов и фотосессий. На сегодняшний день ее видео на YouTube набрали более 13 миллионов просмотров. Но вскоре Тим и Бонхэмы столкнулись с новой проблемой. Им пришлось придумать новый запирающий механизм, защищающий от несанкционированного доступа, чтобы обезопасить преступницу Мэры и ее банду беглецов на ночь. Почему? Что ж, Мариса была беременна, и для безопасности ее самой и ее же ребенка было бы лучше, если бы они держали ее взаперти, по крайней мере до тех пор, пока не родится малыш. Секретный способ удержать Марису, и, возможно, нам лучше сказать об этом шепотом, поскольку она может подслушивать, заключался в том, чтобы добавить к запирающему механизму навесной замок. Марису, конечно, не совсем позабавило такое развитие событий, ограничивающее ее свободу. Но, надеюсь, новой рутинной работы по уходу за очаровательной кобылкой по имени Лиза было достаточно, чтобы отвлечь ее. Кроме того, если и дальше будут продолжаться ее ночные походы к кормушке, у нее могут возникнуть проблемы с ожирением. Однако весьма спорно, действительно ли она стала другим персонажем. В некоторые вечера добрые люди из Мисти Медоу просто не могли удержаться от того, чтобы не снять этот надоедливый старый замок, просто чтобы посмотреть, способна ли умная кобыла по-прежнему показывать свои старые трюки.
Мариса еще не разочаровала их. Еще неизвестно, унаследует ли ее великолепная маленькая дочка особый талант своей умной мамы. Какой шокирующий сюрприз! Вы бы когда-нибудь заподозрили кого-нибудь из лошадей? Если у вас есть похожая история о лошади, которая удивила вас, освоив хитроумный трюк, расскажите нам в комментариях.